Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», вот ссылочка. А мы сегодня с вами будем разбираться, что же такого перевернулось в нашем мире, почему мужчины ждут, что мы, женщины, будем за ними бегать. Почему они вдруг стали такими пассивными, с одной стороны, а с другой стороны стали похожи на переборчивых покупателей на рынке. Знаете, ходят, губы дуют, так шевелят пальчиками и говорят, а что там у вас получше нету, ничего. И мы должны им доказывать, что мы чего-то достойны, мы хорошие, мы соответствуем их ожиданиям, требованиям. Очень неприятная ситуация, потому что все наши представления о том, что мужчины должны быть рыцарями, мужчины должны быть такими классными, замечательными, они все рассыпаются в песок. И мужчины к нам предъявляют слишком много претензий. Что же произошло? Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, который почти 20 лет работает с женщинами и помогает им быть счастливыми и любимыми. И именно поэтому я раскрываю вам секреты психологии мужской, нашей женской, психологии отношений, для того, чтобы вы могли как можно скорее устроить свою личную жизнь и найти свое счастье. Давайте разбираться, что же произошло такого, что все перевернулось. Рыцари исчезли, появились переборчивые покупатели, и мы кому-то что-то должны доказать, мы кому-то должны сделать предоплату для того, чтобы кто-то нас захотел выбрать. Почему мужчины такие стали? Очень часто слышу, мужчины перевелись. Смотрите, что происходит. Последние очень много лет, как воспитывали мальчиков и как воспитывали девочек. Девочек воспитывали: ты должна быть хорошей хозяйкой, послушной девочкой, отличницей, умницей, помогать маме, успеть все сделать. Девочек постоянно сравнивали с кем-то, обесценивали все их заслуги. Девочкам на шею вешали младших братиков, сестричек, они должны были отвечать. Либо девочкам вешали ключ на шею, список продуктов и говорили: мама с папой на работе, ты должна обеспечить все. И получается, что девочек стимулировали к активности, к ответственности. С девочек жестко требовали и наказывали. А кем были мальчики? Поскольку разводов в последние лет 30 стало очень много, мальчики чаще всего были мамкиной радостью. Мамкина радость. Сиди, сыночка, я сама. Ой, мой сыночка, умничка, отличница. Он тройку принес несчастную. Но он умница, он будет директором. Сыночка нагадил что-нибудь. Не переживай, сыночка, я все уберу. И мама бегает за сыночкой, все убирает, все эти самые хвосты заносит, все вопросы решает. Сыночка, я мамкина радость. И получается, такая мамкина радость выходит в мир. И что она может предложить? Она дальше ищет, кто ее будет радовать. Мамке-то времени меньше, возможностей меньше стало, мамка постарела. А хочется еще пожар в штанах потушить. И нужен кто-то, кто будет точно так же ухажать, обстирывать, обхаживать, доказывать, что она такая прекрасная. А женщины-то строят карьеру, зарабатывают деньги, планируют свое будущее, то есть продолжают быть активными. И увидев достойного кандидата, достойного в кавычках, кандидата, привлекательного, давайте скажем так, кандидата на горизонте, что женщины делают? Женщины начинают показывать: я вот такая, товар лицом, я вот сякая, посмотри, какая я еще вот это умею, я еще на машинке, как кот Моторскин говорил, вышивать умею. А мужчина начинает перебирать. Но, простите, пожалуйста, у мужчины продолжается детство, и он продолжает оставаться мамкиной радостью. Но когда женщина ищет себе пару, она же хочет, чтобы было надежное плечо, чтобы было за кем, может быть, какое-то время пересидеть, пока она будет воспитывать ребенка и рожать. Правда? Она хочет безопасности, она хочет комфортно, она хочет любви. То есть ей в пару нужен не ребенок, а взрослый мужчина. И тогда что получается? С одной стороны, мы, женщины, должны помудреть. Должны знать себе цену, должны понимать, что мы ищем взрослого мужчину, который готов к отношениям. А мужчинам мы должны дать шанс повзрослеть. А если он повзрослеет, он должен доказать своей женщине, что он для нее будет достойным выбором. Поэтому, мои хорошие, не спешите никому ничего доказывать. Дайте шанс мужикам повзрослеть, а себе дайте шанс помудреть. Хотите со мной поспорить? Милости прошу в комментарии. Заодно, если у вас есть чем поделиться из собственной жизни, я думаю, у вас уже есть опыт на эту тему, расскажите свои истории. Пусть они будут наглядным примером для тех, кто еще
не наступал на грабли или кто приготовился только что наступать на эти грабли. Давайте предостережем женщин от ошибок, поможем им побыстрее стать мудрыми и получить свое счастье. То счастье, которого они достойны. А вы все, мои хорошие, сразу хочу сказать, достойны самого лучшего в этом мире. С вами была Алла Касаткина и до встречи в следующих видео. Пока-пока.